Тебе еще, кроме сестры, правду скажут. Вот настал тот момент, когда нам надо расставаться с нашим другом. Мы прошли очень многое вместе, много чего сделали, но пришла пора оставить его в старом году. Это не про тебя, сладкий. Еще бы про меня такое сказал. Мы решили продавать нашу старую камеру Sony A7 III, которая верой и правдой служила нам с 2019 года, и именно на нее было снято большинство наших видеороликов. Очень-очень жалко, но пришло ее время. Ой, ты команду делаешь? Ну давай. 0. Зай, 0. Да, молодец! Да, здорово! Умница какой! Ни дня без команды. Скажи, почему мою камеру куда-то увозят? Таня, Димина жена, летит в Москву на Новый год к родителям, и она заберет эту камеру, увезет туда, там ее продаст и купит нам новую. Будет очень смешно, но я посчитал, что в Москве и продать, и купить камеру наиболее выгодно выходит. Как-то не работают европейские санкции, что-то, да? Что-то не то. Так, ну случилась неожиданность. Мы пришли передавать камеру Тане, но тут такая приходит Василиса и говорит, я куплю. Не запирайте. Да, говорит, я хочу эту камеру. Такое выгодное предложение, говорит, это такая великая вещь, что, говорит, заберу. Говорит, на 1500 евро. Дала мне 1500 евро, я такой, ну ладно, на. Теперь это мое. Что-то пока мы спали, погода испортилась. Но ничего, это не повод отступать. Мы все равно идем вперед. И сегодня хоть усеченным составом, но будем купаться. Адзе не будет купаться, сказать. Я на дулацка похож. Там вода холодная. Ира, ты будешь купаться? Нет, Почему? я не нарушаю свои традиции. Че, Василиса, не взяла свою новую камеру? Нет. А что так? Приветики. На стоке вы поснимал? Я испугалась. Так, ну все, готовимся, собираемся. Вообще выяснилось, что за последние 3 года я единственный, кто не нарушает традицию, потому что в первый год Люба не купалась, в прошлый год купались все. И сейчас 3-й год, Дима болеет, не купается. Вот эти все словаки не купаются, только мы с Любой, только мы с Любой. У нас с Василисой своя традиция. Я не нарушаю, у нас своя. Я единственная константа этой традиции. Что, ребят, как водичка? На 10 лет помолодел. Ну что, новогоднее теперь настроение? Ну да, другое дело. Ритуалы. Так, Новый год уже совсем скоро, буквально через пару часиков. Я сейчас уже искупаюсь и побегу к ребятам. Но прежде чем это сделать, давайте вскроем нашу баночку и почитаем, чего же хорошего произошло в этом году. Те, кто помнит, вот в этом влоге я решил завести такую баночку, складывать туда всякие прикольные вещи, которые со мной происходят. Ну, как видите, год был не полное говно, что-то интересное было. Ира достала мне конфеты счастья из Петербурга, и я съел целую коробку. Ну, конечно, поделился с Ирой. Создал себе аккаунт на IMDb. Я крутой теперь, я там режиссер. Нам вернули монетизацию на YouTube, это очень важно было, потому что если бы не это, не знаю, где бы мы сейчас были. Сняли шортс про рыцаря. Это был мой старый древний гештальт, я давно придумал эту идею, и наконец-то мы сняли. Можете посмотреть, вот сейчас по всплывашке вверху экрана. Мы посетили Стамбул. Я привез из России свою гитару. Мы сняли фильм, наш первый фильм «Оливер». Я поделиться с вами пока что не могу, но если вы это видео смотрите где-то в конце 24-го, то, наверное, уже могу, вот по всплывашке вверху экрана. Инстаграм начал рост. Мы когда начали снимать рилсы для Инстаграма, мы выросли в 10 раз примерно, с 16 тысяч до 170. Купил себе новый телевизор. Я очень давно хотел себе новый телек. И наконец-то он у меня есть. Теперь можно играть в PlayStation как человек. Получил такое милое письмо от Кармен. Это Кармен наш фанат из Мексики. Купил себе нормальную мышку. Это, кстати, удобная очень. Начал заниматься актерским мастерством. Но это мы все начали заниматься. Это очень весело и очень интересно. Купил себе объектив Canon FD 35 мм f2.8, f2.0. Вот этот винтажный объектив, которому больше 50 лет. И именно на него мы сняли наш фильм «Оливер». Прошел курсы по Инстаграму. На самом деле в 2022 году у меня вообще не было сил учиться, а в этом году прошел, видите, какие-то курсы, чему-то научился.
Продал квартиру в Ростове. Это тоже очень приятный момент, потому что она висела как цепь на шее и тянула нас вниз, точнее не вниз, а назад в Россию. Постоянно что-то происходило с ней, но теперь ее больше нет, и я этому очень рад. Я думаю, завтра Ира, если не будет стесняться, то расскажет вам свои бумажки. Конечно, здесь не все, потому что иногда забываешь что-то вписать, какую-то хорошую вещь. Допустим, на MacBook я пересел в этом году. Вот камеру продал, вот буквально в этом влоге. Еще что-то. Ну все, я побежал к ребятам. Так, пацаны, вы остаетесь дома за главных. Смотрите, если кто пьяный будет шастать, чтобы облаяли, домой не пустили, поняли? Поняли? Предвидя ваши вопросы по поводу фейерверков, Дин и Джей не боятся фейерверков, поэтому спокойно остаются дома. Кроме того, Дин еще у нас довольно глуховат стал в последнее время, так что он даже и ничего не услышит. Ну и плюс у нас очень хорошая звукоизоляция дома, так что они спокойно сейчас лягут спать, и все уже проверено не один раз. Они молодцы. Самое главное нашим таксам оставить свет. Потому что вот темноты они боятся. Вот темноты, скажи, мы боимся, а это вот классно. А фейерверков не боимся. Не боимся. Коктейли тут наливают? Да! Вы что, без нас уже пьете? Конечно. Давай пока В дождешься. смысле, сказали в 9 приходить? Да мы вообще да, очень пунктуально. Василиса, а что ты без камеры? Ну фотографировать же надо все. Я побоялась, что я напьюсь и разобью ее. Ну тоже верно. Вот так. Дима, расскажи, откуда ты черпаешь вдохновение для своих коктейлей? 3 дня в своей жизни я работал барменом, Да ты чё? но не прошел стажировку. В смысле, он черпает вдохновение на канале Такс-1. Да. Бармен, не прошедший стажировку, принес мне коктейль и... Дима, почему ты не прошел стажировку? Отличный коктейль. Просто я единственный был из 4 без опыта. Вкусно? Ну все, напьюсь сегодня. Сейчас поем. Новый хит Металлики. Теперь он пьяный по твоей вине. Царица. Сегодня Металлика, конечно, делает нам настроение. Вот новый альбом их на русском языке просто нечто. Через 15 минут по Москве Новый год уже. Готовим шампанское. Ира уже манты нам сделала. Сейчас будем трескать. Это с тыквой. Я такой не ем. Я такой ем. Ешь? Ем. А вон с мясом идут. С мясом, не с мясом. Я желаю всем тем, кто смотрит и слушает, дожить до конца следующего года. Давайте такое скромное пожелание выскажем. Скромное, но, я бы сказала, фундаментальное. Дожить до следующего года — это сильное пожелание, Екатерина Михайловна. Нашу человеческую сердцевину. Посмотрите, какие куранты шикарные. 2, 1. С Новым годом! Охереть. Зрители требуют. Что у тебя хорошего произошло за год? Рассказывай. Зрители требуют. Зрители. Ну и мне интересно тоже. У Иры своя баночка. Себя как будто больше, чем у меня. Что-то личное не буду читать. Как мило. Купила кружку бувендуй. 1 миллион просмотров на шот в Инстаграме. Это тот самый первый, который наверусился. Футбол Черногория, Болгария. О, было прикольно. Слушай, а почему я не написал? Да, был классный матч. Нам починили свет спустя 11 дней. Это было во влоге. Как мы 11 дней без света были. Номинация на Weibo Awards. Ну и победа, Ну, кстати. победа, наверное, есть, не знаю. Не знаю. Может, мне номинации больше обрадовалась, чем победе. Первое место в Weibo. Картины с таксами по номерам. Dyson. Вернулась монетизация. У меня тоже такое было. Это вещь, которая изменила нашу жизнь. Курсы актерского. У меня тоже это было, по-моему. Классная тема вообще, актерское мастерство. Всем советую. Тедлас.
Блин, Тед Лассо великолепен. Со смайликом. Стамбул. 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Продали квартиру. Я думаю, это тоже было. Ты же нас очень много похоже. Почему бы это интересно? И последний. Чайки над Босфором. Чайки над Босфором, да. Все. Не густо. Не густо. У меня, по-моему, было чуть побольше, но очень много у нас похоже. Так, сейчас пойду покажу вещи, про которые ты говорила. Вот она картина по номерам. Одна. Вон вторая там стоит. Это Ира и третья у Любы. Это Ира заказывала из Украины. Ну, в Украине делают, и вот сюда привезли. Так, кружка. Кружка. Где кружка Пуффендуй? Хаффлпаф. Крутая кружка. Кстати, очень смешно. У нас российский перевод книг про Гарри Поттера и, соответственно, дубляж фильмов тоже очень странный. Было переведено очень много имен собственных. И, например, у нас мы говорим не Хаффлпаф, а мы говорим Пуффендуй. Не Ровенклоу, а Коктевран. Мы говорим не Хокрокс, а Крестраж. Мы говорим не Хедвиг, а Букля почему-то. Очень странный перевод имен собственных. Не все, конечно, имена собственные переведены, но некоторые вот так вот переведены. И это очень странно. Я не понимаю, зачем так было сделано. Но уже ничего не сделаешь, это уже у нас наш культурный код такой. У нас свой Гарри Поттер. У меня сегодня день рождения, поэтому традиционно мы идем выпивать. Погода в этом году похуже, дождик срывается иногда, поэтому мы пойдем в другой бар. Не в тот, который в прошлом году, а в какой-то крытый. Дима там что-то новое в Инстаграме нашел. Еще если нам не понравится, виноват Дима. Поняли? Мы, значит, пришли в бар, куда Дима сказал пойдем. Дима, комментарии. Вот он. То есть ты нас привел. Привел. Бар есть? Есть, да, понятно. Но он закрыт, если что. Годы идут, а традиции не меняются. Мы все так же в Каспере. Все так же выпиваем, да, Димон? База. База. Только наши ряды поредели. Гриши нет, Маши нет. И Таня тоже уехала. Так, это не дубль 2, не подумайте ничего такого. Happy birthday to you. Happy birthday. Привет! Так неожиданно! Так неожиданно! Что здесь делаете? Скучкуйтесь, в камеру не помещайтесь. С днем рождения. А Дима ждет уже. С днем рождения меня! Весело. Короче, прикол, в этом баре нет еды, поэтому они говорят, идите в магазин, покупайте, что хотите. Ну вот мы купили себе Рафаэлку, там, сухариков, да. Пиццу уже себе съели. Захотим еще, пойдем еще пиццы кушаем. Сегодня старый Новый год, а это значит, что пора гадать на варениках. И нужно вспомнить, что мы нагадали в прошлом году. Поэтому что мы делаем? Люба вот бухает, да. А мы все остальные смотрим прошлогодний влог с того, как мы вареники делали. Вареники, чтобы не сломать зубы, горох. Гадать на варенье, очень смешно. Если вы не в курсе, что такое гадать на варениках, то это наша ростовская традиция. Она уже, конечно, просачивается в другие регионы. У нас все так делают, в магазинах продаются варениками сюрпризы, вареники с сюрпризами. Какой вареник вытащил и съел, то с тобой случится в этом году, что это очень ответственное мероприятие. Если интересно, то посмотрите по всплывашкам вверху экрана. Наше прошлогоднее гадание, по-моему, ничего не сбылось. Илья из прошлого ввел вас в курс дела, поэтому кликайте по всплывашке вверху экрана, чтобы посмотреть, что мы нагадали в прошлом году. Да. Рекурсия. А в этом году Василиса не уехала ни в какие свои Германии и будет с нами есть вареники. Да. Я еще в таком не участвовала, посмотрим. Мы старались, писали. С чатом GPT наверняка. Ну, в том числе, обращались к нему немножко. Понятно. Люб, очень медленно лепишь. Так, я качественно. Хочется вареников уже. Я думаю, что все дело в том, что ты уже шампусика припила. Слушай, мне, вот я, знаешь, просто подумала, что мы когда всегда наедаемся, и потом уже и шампанское не в кайф, а самое интересное это вот пить шампанское, болтать, и пить варенички, понимаешь, процесс. Понятно. Ну ладно, пойду я тоже налью что-нибудь. Сколько здесь? Ой, 100? ну, 99. что-то цікаве. Один упал. Черт. А если упал с сюрпризом? Я вскрыла его. Нет? Нет. Слава богу. Жрать, 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 жрать.
Давайте первый, типа это самый главный. Вот будем по одному тянуть, пока не вывелится. Один супер вообще, вот он сбудется стопудово. Мейджор, да. А можно сметанкову, пожалуйста? Конечно. Павлак. Павлаку. Кисела Павлака. Кисела Павлак. Твое самое Magic Первое. Первое? Первое. Прикиньте, Дима в первом варенике вытащил первое предсказание. Первый. Под номером Твое 1. первое предсказание в первом варенике под номером 1. Ну это вообще. По-любому. Ну, это сбудется. мейджор. Все боюсь. Сметану чисто. А ты помнишь? Я читаю. Ну давай. Ваше творческое вдохновение будет таким великим, что даже ваши искусственные растения начнут расти от восхищения. Ну вообще. У меня тоже что-то. И у тебя? Я тебе все скину. Да, я тоже, представляешь, вытащила. Блин, пожалуйста, не то, что я думаю. Пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет. Это Ну, номер 2. Давай. А вы что, по порядку идете? Следующий 3 будет? Следующий год заполнит вашу жизнь таким количеством событий, что даже календарь потребует переработки для вмещения всех ваших Василий, приключений. для тебя. Да, это Надеюсь, хороших событий, Ну да. ладно, уже как Ира вытащила. верить. 16. 16. Хоть не 3. Неожиданно. Значит, ты создашь идеальный плейлист для секса. Со Старым Новым годом всех. Йо-хо! 11. В этом году у тебя будут здоровые зубы. Может быть, я наконец-то сниму, И у меня 18. Встретишь нового друга на долгие годы. Окей. Кто это? Бред какой-то. И друга. Совпадение? Не думаю. Номер какой? 14. Твои высказывания станут национальным достоянием. Какой страны, интересно? Это не уточняется. У меня, сейчас скажу, какой 15. Твои смешные фото станут вирусными. Короче, И сделают тебя знаменитым. твой стартап, но он... А может быть на Шаттерстоке? Или на Шаттерстоке. на Шаттерстоке, да. Более Хотелось бы. вероятно, что там. 2 предсказания вывалились? Да. Ну вот это лишние 2 из 22. Ну пока ты распаковываешь, у меня номер 19. Иду на повышение. Готов? Да. Наконец-то обретешь свой дом. Блин, это шикарное вообще. Да, приятно. Болеем за номер 19 все. Парочку вытащи. 4. 4. Индивидуальный стиль, который ты разовьешь в следующем году, станет твоей уникальной подписью, узнаваемой даже в самых творческих кругах. Угу. А у меня номер 13. Бу-бу-бу-бум. Тебе удастся молоко не киснуть, уговорить. Эй, не кисни. Ой, Не скисло. Что? Что у тебя, Дима? жди весточку из Каменского. Это тебе? Надеюсь, не по весточку. Катя разница, повесить. Да, вообще плевать, но осадочек останется. Читерство. 21. Вдоволь на завтракаешься авокадо-тостами с лососем. Вот я бы тоже не откаталась, это вытащить. Ну, Мы для себя его писали. вдоволь, в смысле, мне достаточно нуля. Мы прям на слово так и было. Ну, если Илья попадется, это значит 1. Кто там за 20? Покатаешься на метро. В Токио, надеюсь? В смысле, в Токио? В Лондоне, надеюсь. Тарелка подошла к концу? Да. У меня 6. Ира, у тебя сколько? 4. 4. 5. 5. У Василий. меня 3. 3. Люба 1. Дим, что сегодня за день? Самый важный день. Жена прилетает. Жена прилетает. Жена прилетает. Неправильно. Моя камера У прилетает. тебя твоя камера прилетает. Дин, твоя новая камера прилетает, прикинь. Ха-ха-ха. И твоя, Дзей. Будем тебя фотографировать теперь по-новому. Ну, понимаете, что моя новая камера еще никогда не была так близко ко мне. Она буквально в 50 метрах. Или Стамбуле. Немножко трясутся руки, но это ничего страшного. Деталька раз. Здесь откидной экран во все стороны. Так. Так.
Я дурак, я объектив не взял. Сейчас бы я уже мог объектив поставить, что-то снять. Объектив одень. Зачем? Настоящему мастеру объектив не нужен. Ну вот, собственно, о чем я говорил. Вот моя камера Canon новая. Вот моя кинокамера Red. И теперь у меня один и тот же байонет. Байонет Canon R. Сейчас я этот объектив переставлю на эту камеру и посмотрим. Будем разбираться с новой камерой. И завтра, на день рождения Дина, уже будем снимать его новую фотку на эту камеру. Спасибо. А буду только желание загадывать. Так, ну несколько слов о нашей новой камере. Напоминаю, что это Canon R6 Mark II. Да, обошлась эта тушечка мне в России в 2000 евро. В Белграде я бы ее мог купить за 2500 евро, а здесь в Черногории за 3000 евро. Так что в России она стоит даже дешевле. Понятно, что в Штатах или в Великобритании я бы мог ее даже дешевле купить, но в принципе хорошая сделка. Что не нравится? Не нравится экранчик. То есть видите, экранчик вот такой откидной. Его можно как бы вот сюда сделать. Нельзя его наклонить. Допустим, у новой Sony Alpha 7 R5 и Alpha 9 Mark III, у них он и откидывается, и наклоняется. Это очень удобно. Ну и что мне еще не нравится, то что тушка выглядит как-то колхозно. На видео этого не видно, но какие-то, знаете, материалы сами и внешний вид, она немножечко, выглядит дешево. То есть, если вот по внешнему виду и ощущению сравнивать, то камеры Sony это будут айфоны, а Canon это как, я не знаю, как андроиды. Они как бы мощнее и больше функций в них, но айфоны приятнее. Ну, как вы поняли, в этом году мы не проводили никакой вечеринки по поводу дня рождения Дина. Такое все равно очень грустное сегодня ощущение. Поэтому к нам просто все пришли, все Дина поздравили, все подарили ему подарки. Не все, конечно, мы много подарков спрятали, потому что они с этих-то игрушек сегодня играли, как будто первый раз в жизни их увидели. Теперь сядем, выпьем за здоровье Дина, Ира выпьет вина, а я попробую все-таки добрый колу со вкусом карамели. Добрый кола, карамель. Рассказываю, в чем суть истории. После начала войны из России ушли многие компании, в том числе Coca-Cola и Pepsi. Кстати, я до конца не понял, то есть они ушли как полностью или только бренды свои отозвали? Moulton Partners, Coca-Cola. Все понятно. Короче, просто бренды свои отозвали, а заводы и все это, видимо, осталось. Вся кола стала в России дерьмом. Я когда в апреле ездил, кстати, можете вот сейчас по флажке вверху экрана посмотреть мой влог о том, как я в апреле 2023 года ездил в Россию. Я в том, что раньше называлось Макдональдс, пробовал то, что раньше называлось Кока-Колой. Добрый кола, соответственно. И говно было редкостное, но я пил без сахара. Говорят, обычная, которая с сахаром была чуть получше, но тоже не то. И вот теперь они выпустили добрый кола со вкусом карамели. И весь русскоязычный твиттер сошел с ума. Вы не можете себе представить, что там творится. Говорят, что это просто какой-то божественный напиток. И в том числе теперь всем иммигрантам возят этот добрый колу из России. Спасибо Тане, она привезла нам с Димой по баночке. Дима попробовал и сказал, что это просто что-то великолепное. Ну вот, теперь моя очередь. Ваше здоровье. Дина, здоровье. Блин. Вкусно. Что ты ругаешься? Он теперь будет что передавать из России. Мама моя, он все переживает, что ничего нам передать. Он реально, знаете, такой вкус ванили, карамельки. И притом ириски. Блин. Классный. Классный. Попробуешь? Знаешь, это что? Что? Это буратино.
Не, нифига. Да, это просто нифига, буратино. Нифига. Короче, компания Coca-Cola, рекомендация вам. Выпускайте по всему миру и сделайте версию без сахара. Вообще классная тема. Ну а вы пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди еще много чего интересного. Да, Джейковый? Да, сказал, очень много интересного. Подписывайтесь, я вас жду.